Друзья, всем привет! Рада вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в одну из самых актуальных и противоречивых тем нашего времени – борьбу с глобальным потеплением. На первый взгляд кажется, что усилия по снижению выбросов углерода и переход к устойчивым источникам энергии должен приводить к положительным изменениям. Однако, как показывает практика, некоторые меры могут иметь совершенно противоположный эффект. В этом видео мы рассмотрим, как определенные стратегии, направленные на защиту нашей планеты, могут непреднамеренно усугублять проблему изменения климата. Мы разберем примеры, когда экологически чистые технологии и инициативы по охране окружающей среды не только не способствовали улучшению ситуации, но и приводили к росту выбросов парниковых газов. Давайте вместе проанализируем сложную взаимосвязь между нашими действиями и их последствиями для природы. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А теперь поехали! Глобальное потепление – это долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века. Основной причиной этого явления, по мнению подавляющего большинства ученых, является антропогенный фактор. Рост глобальной температуры ускорился с середины 20 века и особенно с конца 70-х годов. Это связано с растущими выбросами парниковых газов, которые выделяются в процессе деятельности человека. Земля в 2023 году была на 1,48 градуса по Цельсию теплее, чем в среднем во второй половине 19 века. Для человека 1,5 градуса едва заметная величина. Но для планеты каждая десятая доля градуса – это гибель целых экосистем, нарушение устоявшихся за миллионы лет равновесий и зачастую непредсказуемые последствия для отдельных регионов. Давайте посмотрим, как работает глобальное потепление на наглядном примере. Информация со спутников Земли НАСА показывает, что каждое лето часть арктического льда тает, и к сентябрю его остается минимальное количество. Затем, когда наступает зима, образовываются новые слои. И все было бы хорошо, если бы с каждым годом арктического льда не становилось все меньше по сравнению с предыдущим. Все больше ледников превращаются в воду, стекают в моря, и уровень Мирового океана повышается. А это один из признаков того, что климат Земли становится теплее. Что же будет дальше? Естественно, чем больше будет нагреваться наша планета, тем менее предсказуемым будет поведение природы. Поэтому пока не поздно, мы должны бросить все силы на то, чтобы спасти нашу Землю. Но что делает человечество для того, чтобы остановить процесс глобального потепления? Работают ли современные методы борьбы с изменением климата, или они еще больше вызывают нагревание планеты? Сейчас мы вместе с вами рассмотрим факторы, которые способствуют глобальному потеплению. Разберем, какие инструменты применяются для борьбы с изменением климата и, самое главное, оценим их эффективность. Производство электроэнергии. Большая часть электроэнергии по-прежнему производится посредством сжигания угля, нефти или газа, в результате чего образуется углекислый газ и закись азота, мощные парниковые газы, которые покрывают Землю и задерживают солнечное тепло. Как эту проблему решают правительства отдельных стран и международные организации? Призывают использовать возобновляемые источники энергии. На сегодняшний день во всем мире менее 30% электроэнергии вырабатывается за счет ветра и солнца и поступает из других возобновляемых источников. Эксперты уверяют, что в отличие от ископаемых видов топлива, они практически не выделяют в атмосферу парниковых газов и загрязняющих веществ. Но подводные камни все же есть. Начнем с того, что при производстве оборудования выделяются опасные пары. Например, солнечные батареи делают из кремния. Чтобы его получить, используют ядовитое и взрывоопасное вещество трихлорсилан. Потом кремний плавят и получают слитки, из которых делают элементы солнечных батарей. При этом тоже используются опасные металлы, как хром и ртуть. Идем дальше. Солнечные батареи служат только 25-30 лет, а чтобы их перерабатывать, нужно специальное оборудование и квалифицированные сотрудники. Поэтому солнечные батареи часто просто выбрасывают. К 2050 году при текущих реалиях количество изношенных солнечных панелей вдвое превысит тоннаж всех глобальных пластиковых отходов, которые существуют на сегодняшний день. Кроме того, ветряные турбины тоже изнашиваются. От них в природу попадает более 3 миллионов тонн неперерабатываемого пластика в год. Просто представьте, что на лопастях одной ветряной турбины больше пластика, чем у 5 миллионов смартфонов.
И самое главное то, что когда нет солнца или ветра, все равно приходится использовать классическую энергию. Выходит, что на данный момент зеленая энергетика не сокращает количество выбросов углекислого газа, но при этом загрязняет планету пластиком. Пластик, в свою очередь, способствует глобальному потеплению, выделяя в процессе разложения примеси парниковых газов метана и этилена. Слишком интенсивное потребление. Наш образ жизни оказывает негативное воздействие на нашу планету. Казалось бы, что потребление еды, одежды, электронных устройств – это базовые нужды, и вреда экологии эти товары не несут. Но это не так. Почти все продукты и одежда упакованы в пластик. Мы приходим домой и, не раздумывая, выбрасываем упаковки в мусор. Чаще всего последним пристанищем пластика являются свалки. Там он будет спокойно себе лежать и медленно, на протяжении 100 или 500 лет, разлагаться. При этом ядовитые вещества будут проникать в почву, воду и атмосферу, усугубляя проблему глобального потепления. Многие страны нашли выход – вторичная переработка. Но не все так просто. Во-первых, не каждый пластик подлежит вторичной переработке. Во-вторых, для того, чтобы пластики были на 100% переработаны, после использования и вновь задействованы в производстве, их нужно тщательно сортировать и выбрасывать в специальные контейнеры. На сегодняшний день только 2% пластиковой упаковки проходят замкнутый цикл переработки и полноценно используются повторно. Остальное либо так и остается на свалке, либо утилизируется путем сжигания. Термическая переработка пластика помогает бороться с глобальным потеплением? Отнюдь. Наоборот, усугубляет проблему. Пластик почти полностью сделан из нефти и газа. Таким образом, его сжигание по сути является сжиганием ископаемого топлива. Фактически, на каждую тонну сожженного плотного пластика в атмосферу выбрасывается более 2 тонн углекислого газа. И мы вернулись туда, откуда начинали. Замкнутый круг какой-то. А что насчет биоразлагаемого пластика? По словам производителей, он имеет ряд преимуществ перед обычным пластиком. Биоразлагаемый пластик может снизить объем отходов на свалках, уменьшить выбросы парниковых газов и сэкономить энергию при производстве. Однако биоразлагаемый пластик не всегда является экологически безопасным решением. По задумке, он должен быстро разлагаться в природе с помощью бактерий и грибков. Но тут опять что-то пошло не так. Есть 2 вида одноразовых пакетов – оксоразлагаемые и биоразлагаемые. В оксоразлагаемых полимерах работают добавки, ускоряющие распад материала под действием ультрафиолета, температуры или кислорода. Оксоразлагаемый пакет быстро распадется на фрагменты и просто превратится в микропластик, который невозможно переработать. По-настоящему биоразлагаемым пакетом можно считать тот, который сделан из компостируемых полимеров. В качестве сырья используются кукурузные и картофельные крахмалы, соя и целлюлоза. За токсичность таких пакетов можно не переживать, они действительно разлагаются в природе без остатка примерно за 6 месяцев. Ну вот, есть альтернатива, сказали бы мы, если бы не одно «но». Биоразлагаемые пакеты актуальны только тогда, когда органические отходы отделены от всего остального мусора. Попадая на общую свалку, они становятся источником парниковых газов, способствующих изменению климата. Изготовление товаров. Разобравшись в теме потребления товаров, мы не можем не затронуть тему производства. Промышленные предприятия производят выбросы, в большинстве случаев являющиеся результатом сжигания ископаемых видов топлива в целях выработки энергии, необходимой для получения товаров. Машины, используемые в производственном процессе, зачастую работают на угле, нефти или газе. Обрабатывающая промышленность является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов в мире. Что может помочь минимизировать загрязнение воздуха промышленными выбросами? Внедрение технологий производства, которые обеспечивают минимальное количество отходов или их полное отсутствие. Внедрение высокоэффективных систем очистки промышленных выбросов в воздух. Применение автоматизированной системы контроля источников промышленных выбросов. Модернизация и контроль предприятий действительно помогает затормозить глобальное потепление. Здесь замечаний нет, однако это долгосрочный и дорогостоящий процесс. Да, многие предприятия ограничили выбросы вредных веществ. Однако этого мало. Выбросы от фабрик и заводов остаются одной из главных проблем, которые способствуют глобальному потеплению. Вырубка лесов. Поскольку леса поглощают углерод, их уничтожение также ограничивает способность природы удерживать выбросы в атмосферу.
Когда деревья гниют или сгорают, они выделяют накопленный углерод в атмосферу в виде углекислого газа, повышая температуру и способствуя изменению климата. В то же время гибель деревьев означает, что леса больше не в состоянии поглощать из воздуха столько углерода, сколько могли раньше, что наносит двойной удар по климату. Обезлесение наряду с сельским хозяйством и другими изменениями в землепользовании является причиной примерно четверти глобальных выбросов парниковых газов. Только в результате вырубки деревьев в тропиках ежегодно выделяется более 5,6 миллиарда тонн парниковых газов, которые способствуют потеплению климата на планете. Это более чем в 4 раза превышает совокупный объем выбросов авиации и судоходства. Успешна ли мировая борьба за прекращение вырубки лесов? Нет. Несмотря на обязательства, взятые в 2021 году основными мировыми лидерами, уничтожение лесов продолжается ускоренными темпами. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, с 1990 года мир потерял 420 миллионов гектаров лесов. Эта площадь примерно вдвое меньше площади Китая. В 2015-2020 годах темпы обезлесения составили 10 миллионов гектаров в год, что примерно соответствует площади Португалии. По вырубке лесов в мире лидируют Бразилия, Индонезия, Боливия и Демократическая Республика Конго. Этот раунд в борьбе с глобальным потеплением человечество проигрывает. Использование транспорта. Большинство автомобилей, грузовиков, кораблей и самолетов работают на ископаемых видах топлива. Это делает транспорт одним из главных источников выбросов парниковых газов. В чем проблема? Давайте перейдем на электромобили. А вы видели цены? К примеру, самой доступной моделью Tesla является заднеприводный электромобиль Model 3 Long Range, стоимость которого составляет $42 490. Далеко не каждый может себе позволить его приобрести. У большинства населения нет ни электромобилей, ни гаража с доступом к электричеству, ни несколько часов времени на то, чтобы зарядить транспортное средство. В 1988 году в Европе впервые были введены экологические нормы предельно допустимого содержания токсичных веществ в выхлопных газах автомобилей. Сейчас в Европе действуют нормы Евро-6, в США – ИПА-10, в Японии – пост-НЛТ. По показателям выброса вредных веществ они приблизительно равны. Автомобили этого класса выделяют минимальное количество вредных веществ в атмосферу – не более 130 граммов на километр пути. Но вы же понимаете, если имеешь дело с двигателем внутреннего сгорания, то снизить выбросы до нуля невозможно в принципе. Плюс из-за введения Евро-6 автопроизводители вынуждены были инвестировать значительные средства в исследование и разработку новых технологий. Цена на автомобили выросла. Как следствие, покупатели продолжают выбирать более дешевые машины на бензиновом двигателе. Человечество может повлиять на изменение климата как положительно, так и отрицательно. Предотвращение глобального потепления требует согласованных усилий всех стран. Хотелось бы, чтобы правительства принимали более масштабные меры в сфере борьбы с изменением климата. Потому что сегодня, несмотря на все усилия мирового сообщества по сокращению выбросов парниковых газов, их уровень не только не падает, он продолжает расти и сейчас находится на максимальном уровне за последние 2000 лет. Да, борьба с глобальным потеплением требует многомиллиардных вложений и полной перестройки экономики. Но мы должны выиграть это сражение. Это вопрос жизни и смерти. Друзья, спасибо вам за просмотр. Как вы считаете, какие меры нужно предпринять, чтобы борьба с глобальным потеплением была эффективной? Как мы можем найти баланс между необходимостью защиты окружающей среды и реальными действиями? Делитесь в комментариях.